Привет, друзья! Меня зовут Анна Тюмерова, я мастер по свит-дизайну, делаю букеты из конфет, различные подарки и делюсь на этом канале с вами своими мастер-классами. В этот раз мы будем с вами делать веточки мимозы. Именно мимоза, на мой взгляд, ассоциируется с весенними цветами, и один из таких действительно весенних цветов – это именно она, мимоза. И сегодня именно ей посвящается наш мастер-класс. Мы с вами будем делать вот такие вот изысканные, милые желтые веточки с цветами мимозы. Как ее делать, смотрите в этом мастер-классе. Радуйте своими подарками своих родных и близких. Такие веточки мимозы могут быть частью композиции, частью букетов из конфет или отдельным букетом, собранным просто из веточек мимозы. В любом случае, что бы вы ни решили делать и какой букет бы ни решили украсить этими цветами, настроение непременно поднимется, будет более теплым, солнечным и радостным. Для того, чтобы сделать мимозу, я беру гофрированную бумагу двух оттенков. Вот такого ярко-салатового цвета и бумага вот такого травного цвета. Салатовая бумага у меня итальянская, плотностью 180 грамм, а травная у меня китайского производства. Мне она очень нравится по оттенку, поэтому я для некоторых видов трав беру вот такую китайскую бумагу. Тянется она плохо, но мне этого здесь не нужно. Главное, чтобы был подходящий оттенок. Эту китайскую гофрированную бумагу можно заменить любым цветом гофрированной бумаги, который у вас есть в наличии. За основу я беру тонкую проволоку, она у меня толщиной 0,5 мм, длиной мне нужно 20 см. Для изготовления самих цветочков мимозы я беру готовые шарики пенопласта, именно они будут основой нашей композиции. И, конечно же, мне нужны инструменты, это термопистолет, кусачки и ножницы. Вот такие материалы я беру для изготовления мимозы. Первым делом я беру проволоку и делю ее пополам. Она у меня длиной 40 сантиметров, я ее специально укорачиваю. Мне нужно примерно 20 сантиметров. Если вы хотите сделать маленькие веточки, то, естественно, проволока будет еще короче. И после того, как я поделила проволоку пополам, я беру гофрированную бумагу салатового цвета. Из нее я отрезаю отрезок, равный 15 на 4 сантиметра. Складываю этот отрезок пополам и делаю из него форму листочка. Вот такой он у меня получается. Держу я его также в собранном виде и начинаю делать вот такие надсечки. Примерно по 1,5-2 мм шириной. По центру оставляю полсантиметра гофрированной бумаги не отрезанной. Раскрываю этот листочек и центр тоже надрезаю. Теперь начинаю закручивать каждый из этих надрезов. Каждую полосочку я закручиваю. Формирую из этих полосочек веточки. Лучше всего, чтобы они не переплетались друг с другом, а были раздельные. Так веточек будет гораздо больше. И получается вот такая деталька. Чуть больше середины вдоль листочка я наношу термоклей, беру проволоку и приклеиваю эту проволоку к этому клею. И начинаю этот листочек закручивать. Формирую прочное основание по центру. Теперь немножко расправляю веточки в разные стороны, чтобы они более хаотично смотрелись. Если надо, еще немножко подкручиваю их. Поверху, смотрите, они у нас закрутились, я их расправляю в разные стороны, чтобы веточек у нас было побольше. И теперь у нас получилась вот такая ветка. Беру поближе шарики пенопласта, на ветки вот эти отдельные наношу термоклей и окунаю в шарики. Немножко придавливаю, чтобы они лучше склеились. И у нас уже получается вот такая веточка. И так вдоль всей веточки, где бы мне хотелось нанести шарики, я их наношу. Наношу термоклей и приклеиваю шарики. Клей не наношу прям абсолютно везде. Лучше, чтобы зелень тоже виднелась. И у нас уже получается вот такая веточка с мимозой. Оттряхиваем те шарики, которые не приклеились, для того, чтобы они не болтались, а прочно все держалось на веточке. Теперь смотрим, если где-то есть большие пустоты и туда хочется добавить немножко шариков, то добавляем, чтобы слишком больших пустот не было, но при этом, чтобы где-то зелень у нас еще и оставалась. И сейчас у нас уже получается вот такая веточка мимозы. Теперь закрываем стебель. Для этого я беру гофрированную бумагу другого оттенка, потемнее. Из нее отрезаю полоску равную 1 сантиметр. В том месте, где я закончила приклеивать светлую гофрированную бумагу, я приклеиваю полоску потемнее
И вот так вот обматываю стебель. Здесь можно вдоль самой проволоки тоже наносить клей, для того, чтобы гофра у вас не ерзала вдоль этой проволоки и чтобы она не распускалась. Да и ваш стебель будет немножко потолще. Итак, я доматываю до самого низа, полностью закрываю проволоку. Конец отрываю, и получается вот такая веточка. И теперь этой веточке нужно сделать листья. Для этого я снова беру гофрированную бумагу темного цвета и отрезаю полоску, равную 10 см длиной и примерно 3-3,5 см шириной. Ширина 3,5 см и длина 10 см. Ее я складываю пополам, снизу отрезаю, кверху заостряю, делаю форму листа. И тоже делаю такие надрезы, только не настолько глубокие, а на половину листочка. Глубокие я делать не буду, до половины листочка. Половину я надрезала, половину оставила целым. Чуть-чуть буквально подкручиваю, не очень сильно. Главное, чтобы они просто разлохматились чуть-чуть в разные стороны. Чтобы они виднелись. И теперь немножко растягиваю вот так вот листочек. Чуть-чуть его можно подкрутить, как хотите. Снизу наношу термоклей и приклеиваю эту веточку под самой мимозой. Под теми цветами, которые мы с вами сделали из пенопласта. Листик у нас не совсем как у настоящей мимозы, но что-то подобное, что-то похожее. Делается очень быстро, и это самое главное. С другой стороны я сделаю еще один листик, только чуть покороче. Будет не таким высоким, а высотой уже будет 8 сантиметров. Делаю такие же надрезы краям, немножко их точно так же закручиваю, разлохмачиваю, чтобы они лохматились и смотрели в разные стороны, чтобы они виднелись. Чуть-чуть можно подкрутить его. Снизу наношу термоклей и приклеиваю еще пониже. Сейчас получается вот такая веточка с двумя листочками. Теперь я сделаю еще маленькие листья. Для маленьких листочков я делаю полоску, равную 5 см длиной и 1,5 см шириной. Можно сделать разных размеров, лучше не делайте одинаковые. Лучше пусть одна полоска у вас будет 5 см длиной, 1,5 см шириной, другая будет 4,5 и одна будет еще покороче, она будет 3,5. И эту полосочку я так же, как и большие листья, складываю пополам, вырезаю форму листа и делаю надсечки по краям. Принцип абсолютно такой же, как и с большими листьями. Точно так же раскрываю и немножко прокручиваю, чтобы они разлохматились. Можно чуть-чуть растянуть листочек по середке. Получается вот такой закругленной, необычной формы. С другими двумя листочками я делаю то же самое. И самый маленький тоже отрезаем и придаем ему форму. И у нас сейчас получается 3 таких разного размера листочка. Эти листья я буду приклеивать к самой ветке в разных местах между цветами мимозы. Наношу капельку клея по самому низу и приклеиваю туда, где больше пустоты и куда можно добавить листочек. Можно добавить одну веточку, можно 2, можно 3, а можно вообще не добавлять. Разные веточки делаем по-разному. За счет того, что они будут чуть-чуть разные, это будет эффектнее смотреться в букетах, когда вы будете из этой веточки уже собирать сам букет. Маленькую я приделаю сюда. И вот такая вот веточка мимозы у нас получается. Не старайтесь все веточки делать одинаковыми, пусть лучше они будут разные. За счет того, что они будут разные, они будут эффектнее смотреться в ваших букетах. Даже из просто этих веточек можно собрать отдельный букетик и упаковать его. А можно просто перевязать ленточкой, это будет тоже очень красиво. В любом случае, куда бы вы ни добавили веточки мимозы, они добавят жизнерадостности и весны вашим букетам. Вот такие красивые веточки мимозы у нас с вами получились. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Делитесь этим видео со своими друзьями, чтобы они тоже могли сделать мимозу своими руками и порадовать такими яркими ветками своих родных и близких. Спасибо большое, что вы делали эту мимозу вместе со мной. Делитесь со мной своими фотографиями ваших готовых работ в группе ВКонтакте. Ссылочку вы сейчас видите на экране. И до скорой встречи на следующих мастер-классах. Не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. С вами была Анна Тьмерова. Пока-пока!